Всех приветствую еще раз, ребята. Все-таки успел выделить время, снимаю для вас второй ролик за сегодня. Надеюсь, успею сегодня смонтировать его. Так что уже сходу можно поставить лайк за мои труды. И, конечно же, кто не видел первый ролик о том, как я использую кирки, обязательно посмотрите. Ваш актив и поддержка очень мотивирует меня снимать больше для вас контента. Да и могу сказать честно, теперь я буду действительно стараться выпускать больше роликов. Конечно, летом свободного времени всегда немного, но при первой же возможности буду это делать. Но я по-прежнему просил, прошу и буду просить вас. Накидайте мне идеи в комментариях. Какие аспекты игры вам интересны? О чем бы вы хотели увидеть ролик? Возможно, хотите, чтобы я обновил какое-то старое видео или рассказал о чем-то новом. Не стесняйтесь и пишите в комментариях. Каждый комментарий будет прочитан. И вполне возможно, что именно ваша идея станет основной для следующего ролика и новой темы для обсуждения. Ну а теперь надеюсь, что холодные напитки уже с вами, так что давайте начинать. Сегодняшняя тема ролика – это приоритетное использование ресурсов в определенных событиях игры. Я обещал вам снять ролик на эту тему еще пару недель назад, и наконец-то появилась такая возможность. Для объяснения мне необходим был старт моего самого приоритетного события, в котором я использую ресурсы. Это событие Король Ледяного Поля. Большинство игроков, особенно те, кто играет давно, прекрасно знают, что игровые циклы в игре постоянно повторяются. Текущая неделя, которая заканчивается, была посвящена событию сражения альянсов. Следующая неделя, которая стартует уже завтра, будет посвящена событию Король Ледяного Поля. После него у нас стартует мобилизация, а затем идет неделя СВС. И после СВС цикл начинается заново. Мы с ребятами уже давно думаем, как сделать для вас грамотную таблицу, где было бы наглядно понятно, что и когда стартует в игре. Но если честно, пока руки до этого не доходят. Да и пока не нашли идеальный способ красиво отобразить это все в таблице и в ролике. Но рано или поздно мы обязательно соберем это все в единый пазл, и я выпущу для вас отдельный ролик на эту тему. К чему это все вам говорю? У каждого из вас свои тактики, свои мысли, и каждый играет на своем сервере с разным уровнем конкуренции. Те, кто давно смотрит мои ролики, знают, что мой основной аккаунт никогда не был нацелен исключительно на СВС. Помощь штату я в основном оказываю благодаря своим фермерским аккаунтам. И, конечно же, я участвую в битве СВС. И, наверное, не пропустил еще ни одного сражения за замок. Если ваш штат ориентирован на жесткую дисциплину, где есть запрет на использование ресурсов вне стадии подготовки в СВС, то спешу вас огорчить, этот ролик, скорее всего, не для вас. Я игрок относительно с небольшим донатом, и копить ресурсы несколько месяцев только ради стадии подготовки СВС – это не мой формат. В лучшем случае я могу попасть в рейтинг топ-10. Когда-то у меня уже был такой опыт. Во время четвертого поколения я копил ресурсы 3 месяца и с большим трудом смог занять 9 место в стадии подготовки. После этого я понял, что такую тактику нужно менять. Как я говорил уже ранее, у меня есть фермы, которые помогают штату в стадии подготовки, поэтому я всегда старался находить альтернативные способы попадания в топ в других событиях. И сегодня мы вместе подумаем, как правильнее использовать свои накопления. На этой неделе у нас закончилось мероприятие сражения альянсов. Многие из вас знают про лайфхак, благодаря которому можно вместе с товарищами попадать в топ без серьезных затрат ресурсов. На следующей неделе, а точнее завтра, уже стартует мероприятие Король Ледяного Поля. Именно это событие я считаю самым приоритетным в игре для игроков со слабым донатом, и чуть позже мы еще отдельно о нем поговорим. После него стартует событие мобилизация. Честно говоря, иногда уже становится не по себе ловить кулаки по будильнику, понимая, что мои друзья по команде делают то же самое. Но награды там, сами знаете, не самые сильные. Ну а после мобилизации мы снова возвращаемся к СВС, о котором уже говорили ранее. Итак, давайте вернемся к моему самому любимому событию, это Король Ледяного Поля. Событие вы все прекрасно знаете, поэтому сейчас не будем вникать в его правила. Я уже неоднократно снимал ролики на эту тему. Давайте лучше обсудим награды. Если брать максимум, а именно так я всегда люблю закрывать это событие, то за 7 дней можно получить очень солидные награды. За ежедневный топ мы с вами получаем 20 тысяч алмазов. Умножаем это на 7 дней и получаем 140 тысяч алмазов. Далее идет общий рейтинг, где можно получить еще 20 тысяч алмазов. И помимо этого не забываем про рейтинг между государствами. Если вам повезет с результатом, можно дополнительно заработать 80 тысяч алмазов. В итоге получается 240 тысяч алмазов. Согласитесь, это очень хорошая прибавка, особенно учитывая, что алмазы в этой игре нужны всегда. Помимо этого не забываем про фрагменты героев. По итогу события можно получить 420 фрагментов героя. 120 фрагментов вы получаете среди рейтинга государств, и 300 вы получаете среди своего государства. На словах звучит все очень красиво. Но теперь давайте посмотрим на ситуацию более глобально. Если в вашем штате нет жесткой диктатуры, и у вас есть возможность использовать свои ресурсы в событии Король Ледяного Поля, то конкуренция будет очень высокой. Чтобы стабильно попадать в топ, копить ресурсы необходимо 2 месяца, а в идеале 3 месяца. Примерно так я играл с 5 по 10 поколение героев. И ситуации были разные. Иногда приходилось 7 дней подряд просыпаться по будильнику, чтобы забирать первое место. И представьте, какое разочарование, если в итоге тактика не сработает и все пойдет не по плану.
Думаю, многие из вас с таким сталкивались. Но проблема даже не только в этом. Вы прекрасно понимаете, что играть 2-3 месяца практически без развития аккаунта становится тяжело. Урон на медведя уже не тот. Вы продолжаете бегать со старыми героями, в то время как другие игроки используют ресурсы и сразу наслаждаются новыми героями уже сегодня. Кроме того, вы постепенно начинаете выбывать из условного топ-100 арены, потому что ваши герои устаревают. И по факту получается, что ближе к концу поколения вы наконец-то делаете улучшения, но удовольствия от нового поколения уже почти нет, потому что приходит буквально пару недель и выходит следующее поколение. Мы с ребятами, с которыми играем вместе, не раз ловили себя на негативных мыслях. Ну зачем мы вообще это копим? Хочется играть здесь и сейчас, а не через несколько месяцев. Именно по этой причине мы долго думали, как можно компенсировать эти минусы за счет альтернативных мероприятий в игре. Кто-то срывался и сливал ресурсы на сражения альянсов, кто-то на СВС, но я долго думал, как поступить так, чтобы компенсировать трату ресурсов и при этом получать максимальную выгоду. Вставать по будильнику 7 дней подряд тяжело, а вот если найти для себя какую-то альтернативную лазейку, можно получать вполне достойные награды. Ребята, хочу сразу сказать, я буду озвучивать сугубо свои мысли и идеи. В этой игре каждый выбирает свою тактику, и она вполне может не совпадать с вашей. И это абсолютно нормально. Сколько людей, столько и мнений. Эту тактику я придумал лично для себя и решил поделиться ею с вами. И тут мне на помощь, как ни странно, пришли двухдневные события в игре. Да, на первый взгляд может показаться, что награды там слабоваты. Но давайте разберемся подробнее на примере сегодняшнего события обучения офицеров. За первое место в этом событии можно получить 50 тысяч алмазов, а также бонусом 10 мифических фрагментов украшения. И тут важно понимать, что у вас есть два основных двухдневных события. Это обучение офицеров и гонка вооружений. На этой неделе, а точнее уже завтра, они заканчиваются. На следующей неделе их не будет, потому что стартует мероприятие «Король Ледяного поля». Также эти события отсутствуют и во время стадии подготовки СВС. Итого 2 недели данные события доступны, а 2 недели нет. Давайте допустим, что уже с завтрашнего дня у нас стартуют данные события. В понедельник начинается гонка вооружений. В этот день можно использовать следующие ресурсы, такие как кристаллы огня, усовершенствованные кристаллы огня, пыль, ускорение, фрагменты героев, снаряжение губернатора и улучшение ваших экспертов. В среду стартует мероприятие обучения офицеров. Здесь можно обучать войскам, улучшать ваши талисманы, использовать мифрил, использовать камни эссенций и улучшать ваших героев с помощью виджетов. В пятницу снова стартует гонка вооружений. Здесь задание во многом пересекается с понедельником. Вы можете использовать кристаллы огня, пыль, усовершенствованные кристаллы огня, виджеты, камни эссенции, мифрил, улучшение снаряжения губернатора и использование ускорений. В воскресенье снова стартует обучение офицеров. Здесь выбор ресурсов уже минимальный. А именно, вы можете использовать виджеты, камни эссенции, мифрил, использование фрагментов героев и улучшение снаряжения губернатора. В целом, вся информация по этим событиям вам уже знакома. Те, кто играет давно, знают их практически наизусть. Но если есть необходимость, ссылки с подробной информацией по этим событиям я оставлю в своем телеграм-канале, и вы сможете ознакомиться со всеми деталями. Многие из вас знают, что я сейчас играю уже в 11-м поколении героев, и у меня стали совсем недавно доступны войска 12 уровня. Именно на этот аспект игры сейчас направлены все мои усилия, а именно открытие всех 3 видов войск. В среднем мне потребуется около месяца, чтобы открыть один новый вид войск. Именно поэтому я больше не хочу ждать и месяцами копить ресурсы. Сейчас моя цель при первой же возможности использовать ресурсы для открытия новых войск и усиления аккаунта. Как вы сейчас видите на экране, на основе тех событий, о которых мы с вами говорили ранее, мне удалось занять первое место 4 раза. В сумме это дало мне 200 тысяч алмазов и 40 фрагментов украшения. Если заходить в это событие хотя бы 2 раза за одно поколение героев, то можно уже получить порядка 400 тысяч алмазов. Как мне удалось этого добиться? Сразу скажу, я не использовал абсолютно все ресурсы. Я распределил их максимально грамотно, чтобы растянуть на все 4 события, так как между ними есть пересечение по заданиям и используемым ресурсам. Также я на протяжении 2 месяцев мониторил рейтинги на разных серверах и заметил интересную закономерность. Именно в период мобилизации конкуренция значительно меньше. Почему так? Потому что в неделю сражений альянсов в мероприятиях двухдневных конкуренция выше. Многие стараются совмещать несколько событий одновременно и заходить максимально эффективно. А вот в мобилизацию играет далеко не каждый, потому что награды там, сами знаете, не самые привлекательные. Помимо этого, на примере последних мероприятий от администрации заметил еще одну интересную вещь. Шансов зайти в топы становится значительно больше после того, как событие от администрации заканчивается. Почему? Потому что игроки вливают туда огромное количество ресурсов ради именной карточки. Да, безусловно, мифрил, кристаллы огня и часть других ресурсов мы не можем использовать событий от администрации. Но такие ресурсы, как камни эссенции, фрагменты героев и даже ускорение, игроки там тратят очень активно.
Ребята, я надеюсь, вам объясняю не слишком запутанно, просто такую информацию тяжело объяснить на пальцах. Но надеюсь, большинству из вас понятно, о чем я говорю. И если все же нет, добро пожаловать в чат моего телеграм-канала. Там сможем обсудить все более подробно. Итак, давайте вернемся к таблице. Неделю двухдневных ивентов, именно начиная с понедельника, у нас стартует мероприятие «Гонка вооружений». И у нас есть возможность использовать кристалл огня и все, что с ним связано. Поэтому ваша первая задача заранее записать все доступные ресурсы и посчитать, какое количество очков вы сможете набрать в рамках события. Следующая задача – открыть рейтинг во вторник вечером и на основе увиденного принять решение, участвовать или нет. Если по вашим расчетам очков хватает на топ, то ваша задача за пару минут до рестарта использовать накопленные ресурсы, а в идеале вообще за минуту до рестарта. Только не сильно отрывайтесь от второго места, старайтесь сохранить ресурсы и обязательно мониторьте рейтинг. Лично я часто заходил в топ буквально за 10 секунд до рестарта, перебивая конкурентов, которые уже не ожидали борьбы. Честно сказать, мне это чем-то напоминает арену. В среду у нас стартует обучение офицеров, и здесь основа набора очков идет через переобучение войск. Не в зависимости от того, участвовать я буду в событии или нет, за полчаса до рестарта я беру министра образования и заранее мониторю рейтинг. Если понимаю, что очков от переобучения войск не хватает для топа, то тогда я захожу. А как дополнительную перестраховку всегда можно использовать, например, талисманы губернатора, так они подходят под данное событие. В пятницу у нас снова стартует гонка вооружений. По такому же принципу можно использовать кристалл огня для ваших улучшений зданий, либо тратить мифрил. Все зависит от ваших запасов. Далее вы снова мониторите рейтинг в субботу и вечером и принимаете решение. По такому же принципу работает и понедельник, когда заканчивается мероприятие обучения офицеров. Там можно использовать оставшиеся ресурсы, которые вы сейчас видите на экране. По итогу могу сказать следующее. В первый раз у меня получилось взять первое место 2 раза за период этих событий. Во второй раз у меня удалось взять топ уже 4 раза, что в сумме мне удалось получить 300 тысяч алмазов. Да, кому-то эта тактика может показаться странной. Кто-то скажет, зачем использовать ресурсы на данные события и попадать в топ. Но я уже неоднократно говорил, почти 1000 дней я играю в эту игру. И если честно, я уже устал от постоянного накопления ресурсов ради одного события раз, два, 3 месяца. Именно поэтому я придумал для себя такую альтернативу. Я хочу получать удовольствие от игры здесь, сейчас. Мне больше не хочется ждать месяцами. Как только я накоплю ресурсы научника 12 уровня, а это скорее всего будет мобилизации, я постараюсь собрать минимум 100 тысяч алмазов, благодаря данным мероприятиям. Скорее всего это будет событие гонка вооружений в понедельник, когда я открою войска 12 уровня, а затем на обучение офицеров. Я буду переводить войска 12 уровня. А дальше уже буду смотреть по ситуации, потому что запасы ресурсов у меня сейчас не самые большие. Часть из них я уже использовал пару недель назад. Кто-то может сказать про фрагменты героев, которые дают в мероприятии Король Ледяного Поля. Ребята, если честно, я их постоянно коплю и уже сам не знаю, куда их использовать. Я открыл Руфуса из зала героев и прокачал его на максимум, но у меня все равно осталось много фрагментов. Плюс у меня еще даже не открыт вид 12 уровень, а с его появлением ситуация с фрагментами станет еще лучше. Да, возможно, такая стратегия не особо актуальна на первых 5 поколениях игры, но если спросить других игроков, таких же хомяков, как и я, у многих ситуация похожая. Фрагментов героев хватает и сами не знают, куда их использовать. Если через несколько поколений у меня все же появится дефицит фрагментов героев, а к тому моменту я уже открою все 3 вида войск 12 уровня, то тогда, возможно, снова вернусь к мероприятию Король Ледяного Поля. Либо буду искать новую тактику. Но это уже совсем другая история. Итак, ребята, я постарался максимально простыми словами объяснить вам свои мысли касательно этой тактики. Честно скажу, этот ролик дался мне непросто, потому что объяснять такую стратегию довольно-таки тяжело. Но надеюсь, большинству из вас стало понятно, что именно я хотел донести. Я по-прежнему считаю мероприятие Король Ледяного Поля одним из лучших событий для траты ресурсов. Но у него есть свои минусы, о которых я сегодня подробно рассказал. А я, исходя из своего большого игрового опыта, хочу получать от игры максимум здесь и сейчас. Потому что, кто знает, возможно, уже завтра мне станет неинтересно играть. Именно поэтому я больше не хочу копить ресурсы месяцами. Я хочу их использовать при первой удобной возможности, в двухдневных событиях, которые стартуют раз в 2 недели. Что касается конкуренции в ваших штатах, я не могу ничего сказать за вас. Но лично для себя нашел сервер и условия, где эта стратегия отлично работает. А что вы думаете по поводу данной тактики? Напишите в комментариях, имеет ли она право на жизнь. Или, возможно, у вас есть свои альтернативные методы. Обязательно поделитесь ими, мне будет интересно почитать и, возможно, взять что-то новое для себя. Но на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.